Лунный свет проливался сквозь обвисшие ветви старых дубов, бросая причудливые тени на изрезанную тропу. Кладбище Хартвелл, расположенное на окраине пригородного района Нью-Йорка, имело свою мрачную репутацию. Оно было известно среди местных жителей как «Поляна спящих», ироничное название для места, где в последнее время покойники не могли оставаться в своих могилах. 3 вскрытые могилы за последние 2 месяца, и ни единого следа. Разве что слегка надтреснутые камни надгробий и осыпавшаяся земля. Тела пропадали бесследно, будто кто-то или что-то вытягивало их прямо из-под земли, оставляя после себя лишь зловонный запах тления. Даниэль Ривьера стоял, облокотившись на капот своей машины, и не сводил глаз с тусклого освещения кладбища. Ночь была тихой и удушливо жаркой. Он шумно вдохнул и усмехнулся. Это место напоминало ему сцену из дешевого ужастика. «Эй, Лея!» Он обратился к напарнице, находящейся в нескольких метрах от него, стоящей возле разбитого памятника и с любопытством разглядывающей свежие следы на земле. «Как тебе такая романтика? Летняя ночь на кладбище, свет фонарей и полное отсутствие вменяемых свидетелей?» Лейла Блейк подняла взгляд, и на ее губах мелькнула привычная полуулыбка. «Дэнни, я знаю, что ты в душе поэт, но, как мне кажется, место просто идеально для романтического ужина на двоих». Она наклонилась, чтобы рассмотреть остатки гнилых досок от крышки гроба, и кивнула в сторону очередной разоренной могилы. «Посмотри, кто-то вытащил тело с такой силой, что крышка буквально взорвалась, будто покойник пытался выбраться сам». Лейла слегка нахмурилась, не допуская даже на секунду, что ее фантазия может оказаться правдой. «Что скажешь, мистер, все это проделки банды мародеров?» Даниэль усмехнулся, скрестив руки на груди. «Ага, мародеры. Наверное, именно так и делают, выкапывают мертвеца, чтобы насладиться его прекрасной компанией». Он окинул взглядом опустевшую могилу, и выражение его лица стало серьезнее. «Не знаю, Лея, на мой взгляд, все это слишком методично, грубо, но не без системы. Кто-то определенно хочет нас запутать». «Согласна». Лейла задумчиво проводила рукой по краю надгробия, затем взяла фонарик и светанула на землю, вглядываясь в едва заметные следы. «Посмотри сюда, видишь это?» Даниэль шагнул ближе. Следы действительно были странными, словно глубокие вмятины, оставленные не то тяжелыми ботинками, не то когтями какого-то животного. Он присел на корточки, водя пальцами по поверхности земли. «И что это у нас?» Уродливый отпечаток размером с мою ногу, но слишком широкий. Я, конечно, видел много странностей, но такое впервые. Лейла кивнула. «Вот-вот. Я тоже сначала подумала на человека, но что-то не сходится. Эти следы не ведут никуда, они просто заканчиваются, как будто то, что их оставило, исчезло в воздухе. Ну, или ушло под землю». Она вздохнула, поправив волосы. «Мой внутренний детектив чувствует, что здесь не все так просто. А твоя внутренняя ведьма что подсказывает?» Даниэль не смог удержаться от улыбки, глядя, как Лейла закатывает глаза. «Моя внутренняя ведьма говорит, что мы не должны сразу отвергать сверхъестественное. Это кладбище старше, чем мы можем себе представить. Здесь были могилы, датированные еще XIX веком, и никто не знает, кто или что лежало под ними, пока не началась эта череда исчезновений». Даниэль снова посмотрел на пустую могилу и почувствовал легкий холодок по спине. Он не был склонен верить в потусторонние явления, предпочитая разбираться с более осязаемыми проблемами. Но Лейла, она всегда умудрялась видеть то, что ускользало от его внимания. «Давай разыграем 2 версии», – наконец проговорил он. «Ты считаешь, что это дело рук какого-то духа, демона или, может, старых семейных проклятий? А ты полагаешь, что это обычные вандалы с нездоровым интересом к мертвецам?» Лейла прищурилась, пытаясь уловить сарказм в его словах. «Именно. Но почему бы не обставить все так, чтобы запутать даже самую умную ведьму в нашем департаменте?» Лейла мягко улыбнулась, но в ее взгляде мелькнуло беспокойство. Она знала, что Даниэль пытался отстранить ее от жуткой реальности, но даже его легкомысленность не могла скрыть факт. Это место таило в себе мрак и опасность, о которой они даже не подозревали. «Дэнни, давай так», – наконец сказала она. «Ты возьмешь на себя проверку всех теорий, связанных с людьми. Кто мог орудовать здесь и что за группы промышляют на кладбищах? А я?» Она замолчала, задумавшись. «Ты займешься всей этой чертовщиной», – закончил за нее Даниэль, пожимая плечами. «Ладно, только не вздумай прыгать в могилы без меня, окей?» Они посмотрели друг на друга, и на мгновение все вокруг замерло.
Тишина, нарушаемая лишь стрекотом сверчков, тягучая, напряженная, как перед грозой. Даниэль тяжело вздохнул и отвернулся, глядя на темные силуэты могил. «Ну что ж, начнем охоту», – пробормотал он, вынимая телефон и набирая номер шефа Петерса. Это было только начало длинной ночи, полной теней, загадок и того, что притаилось среди старых надгробий. Посмотрим, кто окажется прав. Лейла последовала за напарником, подхватив его ритм. Шум ночного ветра, пробегающий сквозь кроны деревьев, прошелестел, как будто невидимые существа шептали что-то неразборчивое. Шеф Петерс смотрел на доску с фотографиями, прикрепленными скотчем к обшарпанной стене его кабинета. Дождь за окном бился о стекло, создавая завесу капель, которая как нельзя лучше отражала его текущее состояние. Размышления были туманны и разбиты на части. Он пробежался глазами по снимкам вскрытых могил, прочитал короткие отчеты, приложенные к делу, и хмуро вздохнул. 3 случая за 2 месяца, разрытые могилы, тела бесследно исчезли. «Проклятое кладбище Хартвелл», – пробормотал он, роясь в груди бумаг. Почему именно Хартвелл? Никто не знал об этом забытом кладбище, пока не начались первые инциденты. Он перелистнул очередной отчет, пробежав глазами сухие строки судмедэксперта, и снова наткнулся на это странное описание, от которого по спине пробежал неприятный холодок. Могильная яма явно вскрыта с необычайной силой, как будто землю разорвали когти существа размером с медведя, но с человеческой анатомией. Описания раз за разом вводили его в ступор, улики казались противоречивыми и не поддавались логическому объяснению. «Ты снова за свое, Лея», – пробормотал Петерс, понимая, что именно Лейла привела в дело оккультную теорию, которой он категорически не доверял. «Ну, только попробуй снова сказать мне, что это проделки духов или демонов». Он потер ладони, пытаясь согнать нервное напряжение. На его памяти уже был один случай, когда его команда столкнулась с жуткими явлениями. Пропавшие дети, найденные спустя неделю, в каком-то трансе. На их телах обнаружили выжженные символы, никто так и не смог объяснить, что они означали. И Лейла, разумеется, настаивала на сверхъестественном вмешательстве. «Проклятые символы, шеф, это древние знаки защиты от духов», – кричала она тогда, но Петерс, несмотря на все странности, списал дело на банду сатанистов. Шеф обернулся к окну и бросил взгляд на фонари, тускло освещающие улицу за стеклом. Он понимал, что Лейла смотрела на это дело иначе, но, возможно, сейчас она права. Этого не могло быть, но... Как объяснить странные следы? «Лейла Блейк», – пробормотал Петерс, поглаживая подбородок. «Как же ты меня подставишь, если окажется, что мы копаемся в делах каких-то... духов? А вдруг все-таки кто-то решил развести нас на сверхъестественное шоу? Но как же тогда быть с отпечатками?» Он достал из ящика стола результаты экспертизы. Следы на земле указывают на явное расхождение с человеческой анатомией. Задние конечности, четырехпалые, с выгнутыми суставами, напоминающими сочленения насекомых. Передние – пятерные, с когтями длиной до 15 сантиметров. Оценка эксперта. Аналогов среди известных млекопитающих не существует. «Да чтоб тебя!» Петерс отшвырнул отчет в сторону и надавил на звоночек на столе, вызывая секретаршу. «Патриция, мне нужен Даниэль и Лейла, немедленно!» Вскоре пара детективов вошла в его кабинет. Лейла держала в руках толстую папку, плотно забитую распечатками, статьями и даже вырезками из книг по оккультизму. Даниэль шутливо постучал пальцами по папке, стараясь скрыть скептицизм. «Ну и что у нас тут? Невероятная теория о гулях, вурдалаках или еще каком-то дерьме?» Он с усмешкой посмотрел на шефа. Лейла бросила на напарника быстрый взгляд и открыла папку. «Нет, Дэнни, здесь все гораздо хуже», – проговорила она холодно. «Помнишь следы, которые мы нашли на кладбище? Я искала упоминания о чем-то подобном в архивах, и знаешь, что я нашла? В 1864 году на этом же кладбище пропало 7 тел. Все происходило в течение 3 месяцев, и улик тоже не было. Дело замяли, а через год вспышка загадочных болезней у местных жителей. Все говорили про проклятие Хартвелла. Семьи умерших покинули округу, и кладбище оказалось заброшенным на долгие годы, и только недавно туда начали хоронить людей снова». Шеф Петерс вскинул брови. «И что ты хочешь сказать, что это какой-то вирус, болезнь, связанная с покойниками?» «Не совсем», – Лейла замялась. «Я нашла записи в старых книгах по оккультизму и магии. Там упоминается некий ритуал по вызову». Она запнулась, стараясь подобрать слова.
Существа, поедающего плоть. В книге его называют «скверноход». Он высасывает энергию из трупов и превращает их в своих слуг. Внешний вид его, судя по описаниям, длинные когтистые лапы и клыки размером с короткий кинжал. Дэнни, эти следы на кладбище, его лапы. Я нашла упоминание о нем только в одном источнике, и этот источник сожгли после того, как автор бесследно исчез. Даниэль, казалось, собирался расхохотаться, но замер, когда заметил, насколько серьезным оставалось выражение лица Лейлы. «Погоди, ты хочешь сказать, что это существо... реально?» Лейла кивнула. «Вероятнее всего. Послушай, у нас есть еще один вариант – призвать его через ритуал, но для этого нужно... Не, постой!» Даниэль поднял руки, отступая на шаг. «Я не собираюсь возиться с древними заклинаниями, вызывая какого-то чумохода. Мы детективы, Лея, и мы занимаемся реальными преступниками, никаких проклятых чудищ». Шеф Петерс нервно рассмеялся, его глаза метались между Даниэлем и Лейлой. Это напоминало ему ту жуткую ночь в районе Сент-Марк, когда они обнаружили семью, вырезанную почти подчистую. Единственным уцелевшим был младенец, спрятанный под кроватью. Тогда он списал все на очередного психопата, хотя Лейла говорила о демоне-пожирателя. Если бы не ее послужной список и внешность, которая без лишних слов нравилась Петерсу, еще бы мулатка с такой очаровательной попкой и глазами цвета молодого ореха. Проклятие. Петерс устало опустил голову. «Ладно, Лейла, ты сказала ритуал. Что для этого нужно?» Лейла немного помедлила, явно собираясь с духом. «Черная соль. Смешать ее с прахом покойника и нарисовать защитный круг. Если существо есть, оно будет привлечено к нам и не сможет выбраться за пределы круга. У меня уже есть прах с прошлой недели». Даниэль покачал головой. «Ты что, по-твоему, существо просто прыгнет к нам в круг и скажет: «Ой, привет, ребята, кто меня звал?» Мы должны попробовать». Лейла повысила голос, ее глаза пылали решимостью. «Иначе мы будем бегать за этим чудищем по всему кладбищу, пока оно не утащит очередное тело». Петерс закрыл глаза и шумно выдохнул. Ненавидел такие дела. Ненавидел загадки, которые вели в никуда. Он хотел бы просто развернуться и уйти, забыть обо всем этом и уехать подальше от проклятых кладбищ, трупов и сущностей. «Хорошо». Его голос был тихим, но в нем звучала скрытая усталость. «Я даю вам 24 часа. Если в это время вы не принесете мне хоть одно логическое объяснение, я закрываю это дело и отправляю вас домой, на курсы психиатрии или оккультизма. По вашему выбору». Лейла и Даниэль переглянулись. Луна за окном кабинета шефа Петерса выглядела так, словно предвещала грядущую бурю. А может быть и не только бурю. «Завтра ночью мы все выясним, шеф», – пообещала Лейла, прижимая папку к груди. «И тогда ты сам увидишь правду». Даниэль хотел что-то добавить, но промолчал. Он лишь посмотрел на Лейлу с беспокойством. Этот ритуал... Если она права и если действительно что-то произойдет, а если нет, шепотом спросил он, но Лейла его не услышала. Ночь окутала кладбище Хартвелл плотным саваном тьмы. Словно сама природа сдерживала дыхание, предчувствуя, что нечто ужасное вот-вот развернется на ее бескрайних просторах. Даниэль и Лейла стояли на центральной аллее, окруженные рядами безмолвных надгробий, каждая трещинка и царапина на которых казалась рваной раной в самой реальности. Лейла, держа в руках мешочек с черной солью и баночку с прахом покойника, подсуетилась в нужных местах, осторожно шагала вперед, каждое движение вымерено и точно, как у хирурга на операции. Ее пальцы дрожали, когда она рассыпала смесь по кругу, очерчивая защитный контур, который должен был, по ее словам, удержать любое существо, что они могли бы призвать. Даниэль сжимал фонарик, переводя взгляд с Лейлы на кроны деревьев, которые, казалось, зловеще наклонялись над ними. «Лея, ты уверена, что это безопасно?» Его голос прервал зловещую тишину, разорвав ее, словно стекло, хрустнувшее под сапогом. «Может, еще раз подумаем, а? Ну или хотя бы позовем кого-то поумнее?» Лейла бросила на него быстрый взгляд, но в ее глазах не было привычного юмора. Там читалась лишь решимость и что-то еще – страх. «Если мы отступим сейчас, то никогда не узнаем, что происходит с этими трупами», – тихо ответила она, заканчивая круг. «Это наш единственный шанс». Лейла положила мешочек на землю и вытащила из кармана записку с древним текстом, который она нашла в одном из старинных фолиантов. «Что это?»
Даниэль нахмурился, ощутив, как холод пронзает его до костей. Даже воздух вокруг стал густым, как желе, и дышать было тяжело. Заклинание, которое призовет то, что я назвала скверноходом, или что бы это ни было. «Дэнни». Она на мгновение приостановилась, ее взгляд стал мягче, теплее. «Я знаю, что сомневаешься, но будь готов. Неважно, что произойдет, не входи в круг, ясно?» Даниэль хотел возразить, но слова застряли в горле. Лейла склонилась над кругом и, шепча что-то себе под нос, начала читать. Слова были странными, грубыми, словно урчащие звуки диких зверей. Она читала все громче и громче, пока ее голос не стал почти криком. А потом, внезапно, все стихло. Воздух вокруг замер. Легкий ветер, который до этого шелестел листвой, прекратился. Все живое на кладбище словно ушло вглубь земли, оставив их двоих наедине с чем-то безымянным и древним. «Лея, что-то не так», – прохрипел Даниэль, когда почувствовал, как волосы на его руках встали дыбом. Электрический разряд прошелся по его телу, заставляя его зажмуриться. «Лейла, хватит, черт побери!» Но Лейла не слышала его. Ее взгляд был прикован к пустому пространству внутри круга. Вдруг земля начала дрожать, и по кругу пробежала трещина, раскалывая почву на части. Из нее медленно вырвались густые, черные, как нефть, клубы дыма, которые тут же стали вращаться, образуя воронку. Из воронки раздался рев, глубокий, басовитый, он бил в уши, как нарастающий гул промышленного вентилятора. «О, Господи!» – прошептал Даниэль, отступая назад. Он едва успел вытащить пистолет, направив его на завихрение. Но что он мог сделать, если даже не понимал, во что целиться? Вдруг из дыма начали формироваться очертания. Высокое, тощее существо. Его силуэт весь был покрыт мрачной, склизкой субстанцией. Оно подняло голову, и Даниэль с ужасом увидел, как из нечеловеческого рта на вытянутой шее вырывается длинный, раздвоенный язык, свисающий почти до земли. Существо двигалось рывками, как насекомое, его конечности нелепо изгибались. Вместо пальцев – острые изогнутые когти, которыми оно с хрустом пробивало землю. «Дэнни». Голос Лейлы был слабым, еле слышным. «Это... оно. К черту, Лея, оно нарушило твой круг!» – закричал Даниэль, не в силах отвести взгляд от чудовища. Дым закручивался вокруг его лап, как цепи, но существо лишь рванулось вперед, разрывая невидимые узы. В следующий момент существо вытянулось, и, казалось, его конечности удлинились на несколько метров, охватив Лейлу. Острые когти впились в ее плечи, и она закричала. Ее тело выгнулось дугой, как будто существо начало выкачивать из нее жизнь. Кожа на лице Лейлы побледнела, по венам побежала черная жижа, словно вместо крови по ее телу разливался яд. «Лейла!» Даниэль рванулся вперед, но существо откинуло его на несколько метров одной длинной лапой. Его спина ударилась о надгробие, и он рухнул на землю, выронив пистолет. Лейла билась в конвульсиях, а существо тем временем затягивало ее все ближе к себе. Когти медленно приподняли ее вверх, и челюсти чудовища начали раскрываться. Раздался скрежет, как будто старый деревянный шкаф скрипел от натуги. Из пасти начали выползать бесчисленные щупальца, усеянные крючковатыми наростами, которые скапливались на одном конце, словно ряды миниатюрных челюстей. Каждое движение щупалец оставляло на теле Лейлы глубокие кровоточащие раны. Она пыталась сопротивляться, но силы покидали ее, а взгляд становился затуманенным. Даниэль, еле поднявшись на ноги, огляделся в поисках оружия. Увидев пистолет, он бросился к нему, но что-то перехватило его. Земля под его ногами, на которой стояли существо и Лейла, начала засасывать его как трясина. Круг больше не был защитным, теперь это была смертельная ловушка. «Ты не заберешь ее, ублюдок!» – завопил Даниэль и сжал в руках пистолет. Он прицелился и выстрелил. Пуля, казалось, не причиняла существу вреда, но тот миг, когда он нажал на курок, заставил чудовище замереть. Лейла захрипела, и ее взгляд на мгновение прояснился. «Дэнни». Еле слышно произнесла она, ее голос словно бы доносился из другого мира. Чудовище зарычало, и его когти сжались на плечах Лейлы. Кровь закапала на землю, впитываясь в гнилую почву. Существо развернуло свою морду в сторону Даниэля, и он на мгновение увидел его лицо. Это было невозможно. Плоть скрутилась в агонии, образуя похожие на человеческие черты, но искаженные настолько, что даже самый смелый художник отказался бы это нарисовать. Оно отпустило Лейлу и повернулось к Даниэлю, сделав несколько шажков.
Существо двигалось словно паук, по спирали, боком, постоянно извиваясь и дергаясь. И тут Лейла, собрав последние силы, опустила руку в карман и вытащила что-то блестящее. «Лейла, что ты делаешь?» – закричал Даниэль, понимая, что ей уже не помочь. Она сжала зубы и с усилием проговорила: «Вернись туда». «Откуда пришел?» «Скверноход». Она бросила металлический медальон прямо в пасть чудовища. Раздался оглушительный треск, словно по небу прошлась молния. Существо дико взревело, его пасть захлопнулась, и в воздухе тут же повисла невыносимая вонь горелой плоти и серы. Дым, окружавший монстра, зашипел, а щупальца судорожно сжались, как будто оно пыталось изгнать из себя что-то, что не должно было там находиться. «Нет!» – проревело оно нечеловеческим голосом, когти сжались и тут же разжались, выпуская Лейлу из своей смертоносной хватки. Она рухнула на землю, едва не теряя сознание, ее тело мелко тряслось, как будто в предсмертных судорогах. Даниэль ринулся к ней, не сводя взгляда с чудовища. Существо билось, корчась и выворачиваясь, его тело искажалось и растягивалось, как резиновая игрушка, которую кто-то пытался разорвать на части. В центре его груди начала разрастаться черная дыра, разрывая плоть изнутри. Лейла, дрожащая и покрытая кровью, с трудом подняла голову и сдавленно охнула, наблюдая, как их враг издыхает. «Получилось...» – едва слышно прошептала она, улыбаясь и кашляя кровью. «Чёртова сумасшедшая!» – выдохнул Даниэль, подхватив ее на руки и быстро отступая подальше от круга. Он старался не думать о том, как близко она была к смерти. «Все кончено, Лея. Все позади». Но чудовище не собиралось сдаваться. Оно завыло. Низкий гулкий рев прокатился по всему кладбищу, заставив землю под ногами задрожать. Его щупальца били по земле, отчаянно цепляясь за гнилую почву. Дымился каждый дюйм его разлагающегося тела, которое плавилось и оседало в густую черную жижу. Существо стало медленно опадать в землю, пока от него не осталась лишь огромная воронка, а в последний миг одна из когтистых лап потянулась к Лейле, будто пытаясь дотянуться до нее даже из потустороннего мира. «Нет уж, ублюдок!» – процедил Даниэль сквозь зубы, подняв пистолет. Он выстрелил 3 раза подряд прямо в центр воронки. Пули с треском разорвали остатки чудовища, и оно затихло, его останки расползлись, а затем мгновенно испарились в воздухе, словно никогда и не существовало. Даниэль тяжело дышал, сжимая в руках Лейлу, когда наконец воцарилась полная тишина. На мгновение показалось, что даже ветер затих, а ночь застыла в ожидании. «Лея, как ты?» – прошептал он, опуская взгляд на свою напарницу. Ее лицо было мертвенно-бледным, но глаза оставались открытыми. Она смотрела на него, пытаясь справиться с болью. «Я жива», – с трудом выдавила она, пытаясь поднять руку. Это был просто ад. Смотри». К счастью, раны на теле молодой женщины начали затягиваться сами собой, образуя островки кожи под разорванной одеждой. Чуть не плача, Даниэль улыбнулся. «Не смей меня так пугать больше». Даниэль осторожно провел рукой по ее плечу. «Ты выглядишь так, словно тебя размазали по асфальту. Но ты, черт побери, жива и здорова». От ран не осталось и следа. Лейла слабо улыбнулась, ее губы чуть приподнялись в вымученной усмешке. Она глубоко вдохнула, пытаясь сосредоточиться, и, наконец, сказала: это не все. Ее голос дрожал, но не от страха, а от усталости. Это было только частью этой силы. Оно вернется, если мы не остановим его окончательно. Вернется? Даниэль нахмурился, глядя на воронку, где исчезло чудовище. «Черт, ты серьезно? Оно уже и так чуть не убило тебя, а ты хочешь снова с ним столкнуться?» Лейла попыталась покачать головой, но это движение далось ей с трудом. Глаза закрывались, веки опускались под тяжестью. «Ты не понимаешь». Ее голос был слабым шепотом, почти неразличимым. «Эта тварь, это только ее слуга». Она сделала глубокий вдох, будто собиралась силами для последних слов. «Она должна поглотить еще 3 тела, чтобы пробудить своего хозяина». Даниэль замер. 3 тела, 3 пропавших трупа. Он медленно, мучительно складывал все в голове, понимая, что все их усилия могли оказаться тщетными. Это сущность. Скверноход – это только предвестник чего-то еще, чего-то более смертоносного и жуткого. «Значит, мы только разогнали дымку перед бурей, да?» – выдохнул он, опускаясь на колени и прижимая Лейлу к себе. «И как, черт возьми, нам остановить что-то более жуткое?» Она не ответила. Ее дыхание стало медленнее, но к его облегчению равномерным.
Даниэль обхватил ее ладонь своей рукой, чувствуя, как она теплеет, медленно приходя в себя. Яд отступал, словно решив, что в этой битве ему не победить. Лейла была сильнее, чем все чудовища, с которыми они сталкивались, и еще столкнутся. Он вгляделся в ее лицо, мягко вытирая кровь с уголка ее губ. «Эй, Лея!» – тихо позвал он, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Ты же знаешь, что я тебя не оставлю. Мы справимся, слышишь? Просто отдохни». Она приоткрыла глаза и слабо кивнула. «Я тебе доверяю, Дэнни, мамочка Дэнни», – прошептала она, и ее пальцы на мгновение сжали его ладонь. «Ты не дашь этой твари меня снова схватить». И на ее губах появилась слабая, но живая улыбка. «Вот так», – прошептал Даниэль, его сердце успокаивалось, а дыхание приходило в норму. Он оглянулся на мрачные силуэты могил и шепотом добавил: «Никаких шансов, чертова тварь. Лейла Блейк выжила, и теперь ты сожалеешь, что решил выйти на охоту». Ночь снова заполнилась звуками. Где-то вдалеке завыл ветер, закружил листики и принес в воздух запах земли. Даниэль осторожно поднялся, неся Лейлу на руках, и медленно направился к выходу с кладбища. Эта ночь – лишь первая битва. Он это знал, чувствовал каждым нервом своего тела. Им предстоит еще одна встреча с этим ужасом, но сейчас главное было одно – Лейла жива. И пока она рядом, Даниэль не позволит этой твари победить. Светлеющее утреннее небо за окном кафе лениво окрашивалось в мягкие пастельные тона, когда Даниэль и Лейла ввалились в маленькую забегаловку на углу 57-й улицы. Кофе с его сильным бодрящим ароматом и свежие хрустящие булочки показались им чуть ли не божественной пищей после того, что они пережили ночью на кладбище Хартвелл. Лейла, все еще бледная, но живо улыбающаяся, осторожно взяла в руки чашку с кофе, чувствуя, как ее пальцы согреваются от прикосновения к горячей керамике. «И все-таки», – протянула она, покачивая головой и сдержанно посмеиваясь. Это было безумие. Даниэль, вгрызаясь в чизбургер с таким аппетитом, будто не ел неделю, только что-то неразборчиво пробурчал в ответ. Он прожевал огромный кусок, облизнул губы и откинулся на спинку стула, тяжело вздохнув. Официантка, проходящая мимо, окинула их взглядом, видок был тот еще. На ее лице явственно читалось: «Проклятые хиппи-извращуги». Безумие? Это еще мягко сказано. В другой раз предупреждай, когда решишь бросить кусок металла в пасть чудовищу. Он сделал глоток кофе, пытаясь избавиться от оставшегося привкуса страха, что до сих пор грыз его изнутри. «Я думал, ты погибнешь там, и это было худшее ощущение в моей жизни». Лейла опустила взгляд на свою чашку, обвела ее пальцами по краю, будто пытаясь успокоиться. «Я сама думала, что не выберусь, Дэнни». Ее голос был тихим, и в нем послышалась неуверенность. «Но потом я вспомнила о тебе, и это заставило меня бороться. Не знаю, что это было, магия или просто сила воли, но это что-то помогло нам. Мы победили». Он нахмурился, его взгляд стал мягче, но в то же время обеспокоенным. «Лея, ты просто чертовски упрямая. Ты побеждаешь не чудовищ, а меня своей настойчивостью». Он усмехнулся, но тут же стал серьезнее. «Что будем делать дальше? Ясно ведь, что эта тварь вернется, а шеф рассмотрит все под своим собственным ракурсом, как всегда». Лейла на мгновение задумалась, уставившись на улицу за окном. Мимо проходили люди, некоторые бросали на них любопытные взгляды, кто-то улыбался. Обычное утро обычного города, а им вдвоем предстояло справиться с чем-то, что нормальные люди даже не могли себе представить. «Мы должны написать отчет», – проговорила она наконец, – «и хотя бы попытаться донести до Петерса правду, иначе все это было напрасно». Даниэль криво усмехнулся. «Ну, попробуй, а я поспорю, что он ни за что не примет наш рассказ о монстре из подземного мира». Они допили кофе, помолчали, переваривая пережитое. Казалось, даже тишина внутри их голов была напряженной, как натянутая струна. Но Лейла уже не дрожала, ее дыхание стало ровным, и она крепче сжимала чашку, чувствуя уверенность в своих силах. Когда они вернулись в управление, шеф Петерс уже ждал их в своем кабинете. Он нервно покусывал сигару, его взгляд метался по бумажкам на столе, словно он пытался найти что-то, что дало бы ему ключ к разгадке этого жуткого дела. Когда Даниэль и Лейла вошли, шеф поднял глаза и нахмурился. «Ну что, вы, надеюсь, нашли мне виновного?» Его голос был сух и резок, но в глубине глаз мелькнула тень беспокойства. Лейла молча положила на стол отчет, который она наспех написала после того, как они пришли в управление.
В нем подробно описывалось все, что произошло на кладбище Хартвелл. Каждое жуткое мгновение, каждое движение чудовища и как оно было повержено, или, по крайней мере, временно отступило. Петерс угрюмо просмотрел первую страницу, потом вторую. На третьей его рука замерла, и он тяжело вздохнул. Отложив отчет, он устало потер лицо. «Лейла, Даниэль, вы что, издеваетесь?» Его голос был тихим, но в нем проскальзывала стальная нота. «Вы думаете, я подпишу это? Подпишу этот отчет и скажу начальству. О, да, наши детективы столкнулись с настоящим монстром, который пытался оживить покойников, но Лейла кинула в него медальон, и все нормализовалось». Он резко захлопнул папку, и тишина опустилась на кабинет, как дамоклов меч. «Вы в своем уме?» Даниэль открыл рот, чтобы возразить, но Лейла его опередила. «Шеф!» Ее голос был спокоен, но в нем чувствовалась твердая уверенность. «Я понимаю, как это выглядит, но, черт возьми, это правда, это существо было там, и оно было реальным. Я не знаю, что это было, демон, дух, призрак, но оно существует, и если мы не предупредим людей... Хватит!» Петерс поднял руку, останавливая ее. Его взгляд стал тяжелым, усталым. «Лейла, я верю тебе. Я, черт возьми, верю, но пойми, у нас есть начальство, СМИ, отчеты, которые будут просматривать и передавать из рук в руки. Мы не можем просто заявить, что по Нью-Йорку бродят чудовища из параллельных миров». Он вздохнул, откинулся на стуле и, сцепив пальцы, посмотрел на них обоих. «Мне жаль, ребята, но я не могу пустить это в ход». Даниэль нахмурился и сделал шаг вперед. «И что, по-твоему, нам сказать?» «О, это были наркоманы, одержимые страстью к покойникам. Скажем, что это дело рук банды извращенцев-некрофилов». Его голос стал грубым, гнев бурлил внутри него, как вулкан. «А как же пропавшие трупы? Мы просто спишем их на бред какого-то ублюдка?» «Именно». Петерс поднялся, обошел стол и встал напротив детективов. «Именно так. Мы скажем, что это была группа наркоманов, некрофилов, неважно. Мы скажем, что эти извращенцы грабили могилы молодых женщин, потому что они психи». Он постучал пальцем по отчету. «В отчете укажем, на телах женщин были следы насилия. А то, что мы не нашли тело, мы скажем, что их увезли на вскрытие или сожгли. Что угодно, лишь бы это не выглядело как чертов сюрреализм». Лейла замерла. Ее губы сжались в тонкую линию. Она не могла поверить своим ушам. «Вы же знаете, что это не так», – прошептала она, ее глаза загорелись. «Вы знаете, что там происходило нечто чудовищное». Петерс резко развернулся и направился к окну. За стеклом медленно поднималось солнце, окрашивая небо в тускло-желтые тона. Он положил руки на подоконник, и его плечи осели, как будто он тащил на себе невероятный груз. «Я знаю, Лейла, я знаю, что вам обоим приходится сталкиваться с такой чертовщиной, о которой нормальным людям и не мечталось». Его голос стал тише, мягче, он говорил не оборачиваясь. «Но, ради бога, подумайте, кто в это поверит? Если я отправлю этот отчет наверх, нас всех уволят, и тебя, и Даниэля, и меня заодно». Он замолчал, глядя на улицу за окном, словно стараясь удержать в памяти каждую деталь. «Я видел такие вещи, ребята. Такие, что ночами просыпаюсь в холодном поту, но мы должны делать свою работу, делать ее так, чтобы нас не считали сумасшедшими. Поэтому я не могу пустить это дело в ход, как вы хотите. Не могу». Лейла закрыла глаза, ее тело сотрясалось от гнева и обиды. Но она знала, что шеф прав. Никто не поверит им. Никто не возьмет на себя ответственность за то, что они написали. Это будет началом конца для всех них. «Ладно», – наконец тихо произнесла она. «Мы сделаем новый отчет. Мы скажем то, что вы хотите услышать». Петерс кивнул, опуская плечи. «Спасибо». Он замолчал на мгновение, а потом добавил, словно сам себе. «Черт возьми, как же все это неправильно». Даниэль, молча наблюдавший за их разговором, только кивнул. Он уже принял решение. В следующем деле, если чудовище вернется, он сам сделает так, чтобы правда всплыла наружу, пусть даже ценой собственной карьеры, и пусть весь мир услышит, как реальность и безумие сплетаются в страшном танго на кладбище Хартвелл.